Друзья, всем привет! Мы находимся в Москве снова. Ну, к кому мы приехали? К вашим любимым Jeep Custom. Это в кавычках. Они любят раздалбливать мой гелик, его утопить, постоять, посмеяться рядом всегда. Но сегодня игра будет по другим правилам. Мы обязательно реабилитируемся и покажем, что может гелик. Сегодня мы поедем в твою любимую локацию, будем показывать, что мы можем, что может гелик. И еще я хочу добавить, что в компании Jeep Custom у меня есть огромный блат, у меня есть огромные связи. И хочу вам рассказать, что здесь помимо того, что тюнингуют Wranglers, ну в основном это их сфера деятельности, вот эти все машины, это клиентские, да, эти машины готовят для бездорожья, ну и плюс различный тюнинг, кому что нравится. А также есть, вот видите, новенькие Рубиконы. Ребята сейчас наладили поставки из Америки, из Кореи и из Европы, практически любых автомобилей, но давайте не будем питать иллюзий. Старый Opel Rekord вы не привезете в Россию, потому что, не пройдет по таможне. А автомобили от 4 миллионов рублей легко можно привезти, это будет очень выгодно. Так что можете переходить по ссылкам в описании. Во-первых, подписываться на ребят Jeep Custom, посмотреть, как они реально ездят, что они там вытворяют. У них там есть еще новое направление, очень интересно. Они с палаткой ездят, там в сугробах где-то ночуют. Это тоже очень интересно, я хочу с ними поехать. Так вот, переходите на их канал, под каждым видосом у них есть контакты по соцсетям, куда вы можете перейти, проконсультироваться по доставке автомобилей. Можете им написать, они вам своевременно всегда ответят, расскажут, подскажут. И если вы закажете у них автомобиль, он приедет прямо сюда. Это в районе МКАДа, это очень удобно географически. Приезжаете, получаете ваш новый растаможенный автомобиль и уезжаете. Также есть трейд-ин, кредит, автовыкуп и лизинг. Поэтому вы можете по любой схеме купить себе автомобиль, приобрести и кататься на вашем не только новеньком джипе Wrangler, да, но и, в принципе, выбрать любой автомобиль, любой марки, который вам будет доступен из тех стран, с которых возят ребята Jeep Custom. Единственный гладиатор в стране на 40-х колесах в таком обвесе. Все сделано у нас в компании Jeep Custom. Обвес разработан, сделан. Тормоза 6-поршневые установлены, кайловеры стоят спереди и сзади, цвет, лебедка, то есть в принципе все есть, лифт 6 дюймов, осталось только двигатель поставить. Мы можем реализовать любую вашу внедорожную фантазию и мечту, а теперь погнали рвать гелик. Я думаю, что сегодня будет очень интересно, ставьте лайк и начинайте просмотр. Давайте сейчас посмотрим, что у нас у гелика обута, какая сегодня резина. Обычные зимние шипованные колеса Continental Ice Contact 3. Сейчас зима, поэтому у нас стоят зимние колеса. Кто мне говорил, надо поставить грязевую, вот как по такой погоде, мы доехали до Москвы 800 километров, да? Это было очень тяжело, и мы в 4 утра приехали, и надо на зимней резине ехать. Кто-то напишет в комментариях, что нужно было прицепить прицеп и возить с собой грязевую. Я не вижу смысла вот сейчас вот здесь вот ездить на грязевой резине. Поэтому едем на обычном гражданском гелике, никаких доработок, только катализаторов нету. Едем с Wrangler, извините, оскорбил, с гладиатором на 6.4 моторе. И за моей спиной еще порядка 25 очень интересных автомобилей. Сейчас не буду их называть, раскрывать. Если вы полностью посмотрите всю серию, вы увидите каждый. Технические характеристики мы вам раскроем. Поэтому погнали, будем пробовать долбить. Пока тестовый режим, новый двигатель, поэтому сильно газовать не хочу. И раздатка здесь тоже необычная стоит. В общем, некое испытание сейчас происходит в машине. Сидит жестко, он звонит, все, вытаскивать его надо. О, спускается, чудовище, вы смотрите. Этот вытащит? Эх, если бы он его сейчас на бок уложил, вообще красота была бы. Там опытный товарищ, не положит. Давай вперед меня протащи. Вытаскивай собратов. Давай, сейчас буду.
что у него за мотор? Там стоит мотор, по-моему, 6-литровый у него Кадиллак. Скалета? Да, это ж 300 с чем-то лошадей. Мне уже смс-ка пришла с прайс-листов. Это у тебя прикол, да, какой-то такой? Прям на грани проходи, чтобы нервишки щекотать джипкастому. Давно не выезжал, немножко надо было это дать пацан. У тебя прям руки чешутся, да? А теперь они трясутся. Самый дорогой гладиатор в России сколько? Я думаю, что 25 уже есть. А ты куда? Гладиатор белгородский. Да иду просто восхититься выдержкой Дениса. Я думал, что джипкастом они такие, карманные джиперы, они там боятся всего. А Денис, я просто офигел, как он стоял. На него просто Таха пытается завалиться, а он даже не отъезжает, ему пофигу, типа падает. Я с вот этой выдержки прям офигел. Так это ж мажор, он вот Мужик настоящий. разложит его, завтра такой же себе купит. Любой другой начал бы сразу в машину прыгать, отъезжать, а Денис стоит и... Ловить другую машину своим телом, Я да? вижу, что все будет в порядке. Полнопривод, нет. Ну, для гелика раздолбили уже, 50 на 50. Или проедет, или не проедет. Поставьте на паузу, напишите в комментариях. Где там ваша 6.4? Дорогу вам Вот там трос отцепляет от себя. Там вторую может подать. Никита хочет на бис проехать. Стремно ему стало. Главное, без подъема переворот. Ну конечно, что это такое? Ну, уверенно едет. Это ж не тот GL, да? Нет. Хотя не, нам надо по Какой звуку регион? мотор. 152 был у него. А, это другой. Нужно продать Пашкиного газона срочно, в идеальном состоянии. Пашка возьмет себе пушку, которая вместо того «Шевроле» будет нас таскать. Просто нашли такую пушку. Капун едет. И парень написал письмо, говорит, как у Капуна, у меня прадик, говорит, ни разу не ездил никуда, хочу попробовать. Я говорю, знаешь, приезжай. Такой же мотор, Лех, как у тебя. И вон, смотри, человек лупит. А, да? Не, Лехи голубенький был, выглядел прям намного более стоковым. Да, стопно, намного хуже.
более трушным. Каких вы слов понахватали? Да что ты, мы же в Москве. У вас завода, они сидят целыми днями в зуме, да? вот Зумеры — это от слова зум, нет? Что такое вайб? Вайп? Вайбы. Блин, ну вайб это вообще как бы тут все понятно. Ну и что? Ну вайб, вибрация, как бы, ну и так, ну если... Создающая резонанс. Если знать английский. Range Rover. Вайб переводится как атмосфера. Значит, я неправильный зумер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бампер автобиографии, кстати. Сколько Я стоит? тоже говорил, да он 1025 Китай стоит. Дело в том, что у них у всех идут обычные бампера, а вот этот прикольно смотрится, он низкий, но он не для оффроуда. Получается, уже машина строго городская становится, заднего свеса нету. Он сейчас недорого стоит, потому что все автобиографии уже по страховке списали, утилизировали, и все их бампера переставили на все понторезки старые. Капец, это ж все уже проезжают, даже эти горы, которые никуда не едут. Сейчас даже Паша на своем субурбане проехал. Вообще мега стоп. Какая ставка? Какая Нива сегодня рыганет? Потому что по-любому какая-то рыганет. У которой самые большие колеса, та и рыганет. Известный факт. Жель приехал тот 500-й, который мочит Твой нормально. любимый? Да. А Ешка приехал и Субарик приехал. Сейчас будем вам показывать, что они могут. Вон. Да ладно. Что там, где ваши эти жесткие джипы? Вот, BMW, Вадим, сейчас будет BMW. Давай, не подведи, пожалуйста. Ну это вообще для тебя как-то ну легкотня. Издевался чисто и все. О, а вот и Джей. А мы тебя ждали. Смотрел, как народ. Да сейчас вон, смотри, тут сколько горок. Тут долбить не передолбить. Хорошо, что сегодня влажно и никто на сухую не долбится. Я очкую, знаешь, что он перевернется. Впереди последняя ступенька, вот эта, она очень сильная. Не, он не перевернется, тебе так кажется. Запас Да? нормальный. Шея, Я просто боюсь. Ну там просто ты можешь на брюхо сесть, а перевернуться, я не знаю, нереально. Ну давай, пусть первый гладиатор покажет, как надо. Там, видишь, как раз в самом конце самый лед. То есть, типа, он поймал передними колесами зацеп, чик, и переехал. Не, сейчас будем обязательно пробовать. Посмотрим, как конкуренты поедут. Выработаем свою стратегию и поедем.
здесь мы бы на финике залетели, да. На Афинике вообще не страшно, он низко, ты на 6-й. Можно просто такие безумные вещи вытворять, потому что там не перевернешься, у тебя нет никаких шансов. А ты смотри, сейчас всякие эти. Я Они подумал, его. что раскатают лед, уберут и заедут, да, и сразу Конечно. 500 надо отдать. Вон Вадим заедет по-любому. Блондин, какой блондин? Вадим. Ну, кстати, Миша заехал бы вообще 100%. Он так прадика лифтанул, что ему можно даже через деревья перепрыгнуть. Гелик выше. Ему до гелика не хватает около метра. Что за кизовол там был? Ты это видел? Он бился вот так. Как шар в лузу, не может залететь. Ровно как, да? Я тоже теперь хочу. Ну все, давай. Смотрите, смотри. Не слышал, он верещал, когда назад катился. У него флешбеки были. Как я и сказал, да? Поэтому Мишундель, если бы был на братике, он с первый раз Он заехал. бы там еще и прыгнул. Но у него нет вообще инстинкта самосохранения. Дави, большевик. Выдай человеку приз. Сейчас. Доставай, доставай. Ты смотри, если он потом за кадром будет требовать обратно, если что, напиши. Могу тебя на карту. А начинается. Пересмотрите летний видос, он вышел в августе, наверное. УАЗик гор боится. Вот этим Lexus от УАЗика и отличается. Lexus не боится горок, а УАЗик просто на пол горы заглох, и я скатился. Я понял, слушай, у что нас есть предположение, что ты просто когда наверх заезжаешь, ты, ключ выключаю, да. В окно выкидываю, сейчас иду подбираю. Сейчас спалим твой номер. Через цифры сзади Сейчас карты не фанатки говори. начнут. Это известный номер. Владимир Александрович Н. Фанатки будут писать, что у тебя деньги появились 5000. Выключаем, обратно переводи. Ой-ой-ой. Ну к Никите подойди, у него там что-то быстрый старт. Смотри, я нашел, это с Нивы. Продаю за 5000. Берешь? Как раз Я ж ехал как техничка, не то что покоритель гор. УАЗик гор боится, а вот что-нибудь вытащить кого-нибудь, там вдруг гелик мост порвет, домой оттащить его, Мерса поджечь. Очиститель карбюратора, видишь, взял. О, если останется, потом мне нормально. Да какую жигу? На бэху так и говорит, на жигу такой, ага. Придумал себе Жигули.
сейчас нам расширят здесь локацию. Мы будем вдвоем. И не, ну субмарики заедем, либо на Мерсе, вот на Ешке. Что там? Жесть. Это чисто по вот. Да, это значит. Да, оторвало его чуть-чуть. А ты в типтронике? Или просто в D? Нет, в D-режиме. Можешь передачу просто включить? У тебя она переключает на вторую. Вадим, снимай, как от Мерса фара отпала. Раздолбил всю машину новую. Как вот у нас могут высмотреть, да, что у тебя с губой, что у тебя с животом. А резину никто никогда не может высмотреть. Шипов нет у нее. Вся резина стерта на МКАДе. Никит, шикни туда и подожди. Это будет веселее намного. Что, Антон попытается оправдаться, отыграться. Ну почти. Где-то ваш Оправдан, кинотеатр. оправдан. Я просто дебил. Потому что на повышайке я забывал выключать стабу, и все, и он сразу поехал. Я думаю, что происходит? Мне Костя подсказал, говорит, ты со стабой едешь. Кость! Вот я ее выключил, хорошо, что подсказал. На повышайке-то она опять автоматом включается, а я просто не замечал. Куда прешь? Даже не двинулся. Не, ну это реально сильно жалели. Надо, значит, перелетать. Эх, ну почти. Интересно, кто угомонится раньше, водитель или машина? Красавчик!
Джипкаст там что-то нас то затянет, знаешь, где уверенно. Гелик никогда не проедет, потому что он 100% сядет на мосты. Потом все будут хихикать вокруг, и все напишут комментарии. Лох на лысой резине, там, куда ты суешься, блин. Где Джипкаст? Покажите, что вы можете. Мотор там какой-то Берлин Хими 6.4. Бромгексид Берлин Хими. Твин Турбо Альпина. Давай, разок, блин. Где он? Следующую раскатывай, поехали. Ну поехали следующую какую? Все, скажи им там, что они слиты жестко. Мы вот сколько катаемся уже с этими двумя рейндж-роверами. Это Вова себе купил, это Эльмар себе купил, Суперчарджд. Мы прям восторгаемся ими, как они могут, какие у них возможности, что они могут вообще и сотворить с оффроудом, с нашими тачками. И мы задумались о себе, может быть, обновить тоже автопарк, либо там гелик поменять, либо прадик поменять. Но это я забегаю вперед. И перерыли кучу информации в интернете, хотели себе там присмотреть несколько вариантов и вообще нифига не смогли найти такого хорошего. Вот с чистой историей мы нашли только несколько экземпляров на дроме. Вот сделал отбор, 3 поколения, ну это именно с 2004 года по 2012 вариантов. Просто масса на дроме. Разные цены, вот, допустим, давайте посмотрим. Ну вот и такой хотели посмотреть ВОК, это первое поколение. Ну вот есть хорошее состояние, прямо хороший сохран, интересно. Либо мы вот не определились, какой брать, либо взять уже рестайлинг вот такой. Ну это дизель, мы, конечно, Суперчарджд смотрим. Смотри, цвет красивый, сколько фотографий. И можно тут сразу проверить его. С дромом не лоханешься. Я сам им активно пользуюсь, постоянно по вечерам там смотрю объявления. И также всем своим друзьям советую. Там есть еще интересная функция подписка. Вы можете по заданным параметрам подписаться. Ну, к примеру, да, на Range Rover Supercharged 510 сил. И вам будет выскакивать уведомление, что появился новый автомобиль в продаже или снизилась цена. Если хочешь продать свой автомобиль или купить себе новый, настоятельно рекомендую за машиной иди на дром. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Джипкасты нам опять какое-то готовят непреодолимое препятствие. Вон, смотри, проваливается. Не, мужики, ну это вообще какая-то жесть. Ты что, прикалываешь? Это вы тут специально вертолет вызывали, он там шел выкапывал этот тепловоз? Да, долго. Много ресурсов потратили. С отрывом колеса. Это люто было. Знаешь, напомнило, что мы когда в Арабских Эмиратах, и ты на вот этих вот заряженных патролах. Да, на 2 колесах, только вот так вот. Ты сюда поедешь? Сюда? А надо? Не поедешь? Куда? Сюда? Да. После Антона. Антон, покажи им, как надо. Позвали уничтожать гелик, а сами вообще не едут. Решил поехать попробовать. Да ну а что стоять, приехали. Все, в другую сторону и назад. Вот там повис. Гелик. Опыт какой уже? Сколько лет? Поеду. Сейчас Антон выйдет.
Я только пришел, и гелик выехал. Дэн, в прошлый раз были условия чисто вот для таких тачек, ну, как у тебя, как Таха, да? Идеально, а для нас они не подходящие. Сегодня как бы наоборот все перевернулось. Да, кстати, удивительно. Реванш. Не, ну попробуй, интересно все-таки, потому что была масса комментариев про резину, не та резина. Вот сейчас зима, на какой надо зимой ездить резине? Вот есть грязевая, да, и посмотрим, как она едет. Вот я тебя оправдываю заранее. Я понял. Или на ногах стоишь, иди вздремни тоже. Потом не тормозить. Тетя Ася, смотри, чтоб не приехала. Тетя Ася. Да, ты зумер, не знаешь рекламу. Тебе главное белое не надевать и обтягивающее не носить. И самое главное, не танцевать. Это хоть помнишь рекламу? Ребята, расшифруйте, пожалуйста, в комментариях, что несет это. Ты знаешь, что такое? Ты знаешь, что такое херши? Херши. Не знаешь, что такое? Продолжи фразу. Херши. Кола. 2 литра прикола. Ну, по раскатанному, да. Любой гладиатор на 37-х колесах по раскатанному проедет вообще. Как оцениваешь шансы? Шансы велики, но очко играет больше. Где там ваши гелики, гладиаторы? Теперь RAV4 и Ешку давай. Не похорони наш автопром. Импортозамещение. Минус привод. Привод задний правый. Задний правый привод минус, полуось. Передние хрустят. А, уже и левая, а переднеприводная. Паш, ну что, наша ставка с тобой сыграла, да? То, что Нива порвалась. Да, все-таки мы в плюсе остались. Держи. Давай назад. Давай, я не еду, какая разница. Давай, назад. Назад. А, я назад. Понижено нет. И тут натянуто, прикинь, и у тебя назад не едет. Дайте нож. Вообще 4. Это какая-то многоножка жесткая. 3 ствола вытаскиваю. Мэр стянет Никита, Никита тянет Ниву, Нива, Нива. Не включается пониженная. Пробую на повышенное, назад не едет. Все, вот. В следующем видосу с нами за столом будет сидеть в 4 утра. А он смеется, потому что он уже сидел. Этот свое уже отсидел с нами за столом и до 5 утра, да? Я не помню, как ты уезжал, дружище.
колес. Владелец-то так прыгнуть хотел на огромных колесах. Ну, давай. Отходите подальше от стен. Сейчас тундра поедет. Готовьте телефон. Уходит. Он не выйдет. Да не выйдет он. Не выйдет, ну и что? Зато человек будет знать предел возможностей своей машины. Слушай, а ты тяжелый, не факт, что мы тебя вытащим. Мы забыли как-то, да? Что-то об этом не подумали. Спасаем, все. Нет, разворачивайся и в нижнюю сторону. Ой, и задом видно. Говно. Не-не-не, ты фарком там убираешь. Паш, хотел бы себе тундру под музыкой написать? Не, ну, мне не нравится тундра, сильно большая. Стой! Я картину нормально все. Все, стой там. Хорош. Блин, я хочу увидеть, как Range Rover ездит. Покупать их или BMW, блин, не показывают, как ездит. А ну нафиг, с первого раза, Рейндж. А что, так можно было? Ты долго целился, дольше целился, чем заезжал. Давай спасем его и поедем на горке. Никита тянет так, а Паха тянет ПЛС.
жалко, как не жалко. Да ну нахер, как-то так с первого раза. Нет, кардан, кажется, отвалился. Что, слышишь? Давай ты назад не пойдешь. Давай Кардан отвалился, да? Жесть техник. Просто. В это, по-моему, никто не слышал. Доезжали сюда? Могли? Да, да. А что ты сказал? Я сюда не заеду. А гелик может быть. Лежит вон на балке передний кардан. Правильно понимаю? Да, да, он выскочил, вон, смотри, он выскочил у тебя полностью. Это уже 8-й кардан. Голый правый. Передний кардан оторвало. Видимо, когда мост разгрузился, отрыв, угол был. Попал! Дэн, может не надо, мне уже страшно. Приехали эти опять менеджер, заставляют делать вещи. Сейчас бы сидел дома, блин, на диванчике. Чай бы пил. Чай пил, коммент Смотрел бы писал. буклетик джипа новый за 2023 год. Я уверен, процентов на 90, что ты легко заедешь. Зацеп будет, но мы будем на мостах сейчас висеть. Да, Он ладно, капал может, уже всё. Ну давайте сейчас вот. Не, я попробую сейчас. Капец, бесстрашный. Зачем вот тут ты уже газ бросил, что-то? Блять, бросает багажники, я боюсь, что все вот эти гудкинги мне в голову прилетят. Они реально в воздухе подвисают, либо стекла потекут. Да, наверное, мой набор инструментов уже все по всему. Хорош, а у меня от этих кочек аж шапка слетела, я ударился. Видел, как это? Так, Я не видел. 2 раза. Я сзади стою. Это ты тогда сигналил от боли? Да. Ты кричал? Боли, да. Помню, что у нас он появился тогда. Первый раз, как он мотивировал. Я уже и забыл. Тогда горка была в 5 раз Ну, меньше. ничего страшного, ну и мы-то растем. Это да. Да ну, первая попытка уже выше. Они нарыли, конечно, жестко. Вообще. Ой-ой-ой! Все. Пробит колесо. Или по воду. А, вот, по воду. Видишь? Да. А ты тоже на GL-ке сюда поедешь? Попробуем выше гелика заехать. Да ладно, да я понаучил. С какого раза? Второй. Бля, мастерство, слушай, а?
Дэн говорит, надо все-таки реабилитироваться и предлагает перетяжку сделать с геликом. Гладиатор против гелика. А я предлагаю так, если гелик выигрывает, ты выходишь и говоришь, гелик крутая тачка. Нет, не так. Гелик это тачка. Вот. А если выигрываешь ты, я в принципе всегда это и говорю, гладиатор крутая тачка. Договорились. И ты говоришь, что ты очень безумно любишь гелик. Договорились. По-мужски. Три, два, один, пошел! Не, ну так-то по факту Антон его перетянул на полметра вперед. Как вы собираетесь победить? Нечестным этим образом, видишь, он там Сейчас будет вот так делать. 3, 2, 1, пошел! Без шансов. Без шансов. Даже я понял, что когда отпускаешь газ, не надо в отсечку держать, он еще лучше тянет. Гелик отличная машина, для асфальта вообще идеальная. Ну, для горок можно чуть-чуть иногда тоже использовать. Так что надо брать. Ну ладно, я тоже скажу, гладиатор тоже охеренная тачка на самом деле. И сколько мне пацаны вот давали возможность, я очень сильно им благодарен. Мы приезжали год назад, 2 назад, давали тачки, я хоть почувствовал, что такое Wrangler, что такое Dodge Ram, поэтому тоже, Дэн, вам огромное спасибо, джипкастом красавчик. Приезжай. Обязательно раз в полгода мы будем приезжать. Всех заставим говорить на камеру, что Мэрс классный. Да, потом мы с GL. Ну, масса еще, масса. 2,9 есть. 2,9. тяжелее, вот у тебя шансы все есть. Ну, да. 2, 1, поехали! Что, будешь говорить на камеру, что Таха крутая тачка? Отмазываться? Таха крутая тачка. Тут она самая крутая тачка. Просто не потачишь. Да если надо газовать. Ну и что, дай попробовать. Че вы постоянно даете советы не такие, как надо. Один говорит, продай машину. Второй подходит, говорит, у меня купи машину. Раз, два, три. На кого ставка? Антон, можешь ему попозже руку махнуть? Подвела. Кто подвел? Меня. Моя Ауди? Ну, Ауди у ней полный привод, лучше сделать. Раз, два,
лють. Ну, как бы я на ренджа ставлю. Хотя, слышишь, Lexus тоже, он же такой противник, ему прям достойно. Один, поехали! Опять, у вас у Зеты... Натяжка не газуй вообще. У вас у Зеты в любом... Ключи понижены, понял? 2, 1, поехали! Поехали! Ну что, друзья, а теперь я хотел бы высказать несколько слов, которые у меня давно уже созрели в моей голове. Я очень часто читаю ваши комментарии в Телеграм-канале в нашем, на который, кстати, можете подписаться, на Ютубе и так далее, что вы говорите, вот гелик Авито, он ехал гораздо лучше, а этот едет хуже. Ну, смотрите, между ними разницы нет абсолютно никакой, у них даже пробег одинаковый, у них даже одинаковая резина. Та же самая модель резины, также куплена новой, то есть никакая не БУ, ничего. Едут они абсолютно одинаково. Но гелик Авито никогда не ездил по внедорожным, по вездеходным трассам. А с этим геликом мы сразу начали что? Мы поехали в Брянск, его там засадили, намеренно знали, что мы там не проедем, но надо же попробовать. Мы думали, что мы будем планку делать выше, вам будет интересней. А вы наоборот как-то решили, что вот мне даже какие-то подростки пишут в Инстаграм. Вот что у тебя там резина говно, гелик говно. Но вы должны подумать, что эта машина не предназначена для вездеходных трасс. И мы, понятно, что 4 серии отсняли, вы посмотрели, там кто-то разочаровался. Но сегодня мы поставили все на свои места, да? Как гелик Авито ездил только по горкам. У нас только последняя серия была в Краснодаре снята, где я его, кстати, там последние 100-200 метров протянули на трассу в Wrangler, поэтому он тоже не вездеход. Так и этот, да? Сегодня мы показали, что он может, он оказался в своей стихии. И мы сравнили объективно и с тем же, хочу все время его Wrangler'ом назвать, ну ладно, пусть будет Wrangler. Сравнили его с другими разными внедорожниками, вы все увидели своими глазами. Поэтому выводы какие-то я сейчас делать не буду, вы все сами видели, сами все понимаете. Надеюсь, вы все люди разумные. А я продолжаю кайфовать от этой машины, выезжать, встречаться с людьми, общаться, получать от этого удовольствие, ну и, соответственно, испытывать себя и свой автомобиль. Поэтому, если вам сегодняшний день понравился, ставьте лайки. Сегодня я ни за что извиняться не буду, как в одной из тех серий, да, когда мы намеренно поехали в какой-то там непроходимый маршрут. Поэтому я думаю, что вы сегодня кайфанули. Хорошего всем вечера. Ну а мы погнали дальше. Паш, сфоткай. Это называется Family Look. За 4500 тоже брал, да? Не, я дешевле. За сколько? 3400. А, ну у нас По скидке уже. У нас же И я доставка. тоже, и я тоже красный. У нас 4 она стоит.